В 2012 году на большие экраны вышел фильм ужасов «Синистер», название которого в переводе на русский означает «зловещий». Фильм повествует о писателе, который пишет романы в жанре ужасов. Для написания своей новой книги и с целью воодушевления он решает переехать со своей семьей в дом, где несколькими годами ранее произошло жестокое убийство целой семьи. Убийца так и не был пойман. В один из вечеров мужчина находит на чердаке коробку 8-миллиметровых пленок, снятых на старую кинокамеру. На пленках запечатлены страшные и изощренные убийства семей, проживавших в этом доме. Сюжет фильма действительно страшный. Однако, как известно, самые страшные сюжеты разворачиваются в реальной жизни. В нашей сегодняшней истории тоже будет фигурировать похожая кинокамера, и на нее тоже будут засняты жестокие и изощренные убийства. Но в отличие от художественного фильма, актерами в этой истории выступят обычные дети, а действие развернется не в далекой заокеанской стране, а в самом центре нашей родины. Анатолий Емельянович Сливко родился 28 декабря 1938 года в молодом советском городе Избербаш, Дагестанская АССР. Сам город был основан в 1931 году на месте развивающегося нефтепромысла, и на момент детства Сливко не мог похвастаться большим комфортом для жизни. Анатолий жил вместе с отцом, матерью и старшим братом Андреем, при этом его родители постоянно ругались. Их ссоры начались еще до рождения младшего сына. После очередного скандала мать Сливко, еще будучи беременна им, попыталась спровоцировать выкидыш. В итоге у женщины произошли преждевременные роды, но врачам удалось спасти жизнь ребенка. Сливко-младший рос тихим, замкнутым и болезненным мальчиком. Друзей среди ровесников у него почти не было. Он сторонился шумных ребяческих компаний и предпочитал сидеть дома. Там мальчик нашел занятие по душе. Он стал разводить кроликов, которых потом сам же забивал и свежевал. Одно из самых ярких детских воспоминаний Сливко пришлось на годы войны. В 1942 году, когда Анатолию было всего 4 года, фашист на его глазах убил маленького мальчика, который пытался защитить от пули своего пса. Позже Сливко признается, что сам момент казни ребенка он не помнит. Зато ему в память навсегда врезался эпизод, как фашист вытер кровь со своих черных начищенных до блеска сапог от тела убитого им ребенка. После окончания школы Анатолий Сливко пошел в армию. Местом его службы стал Дальний Восток. В это время родители Сливко переехали на Ставрополье, в город Невинномысск, куда почти сразу после демобилизации прибыл и их сын. В новом городе он освоился быстро. Окончил химико-технологический техникум и устроился оператором на местный азотно-туковый завод. Правда, мечтал Сливко о совсем другой карьере. Он хотел работать с детьми. При этом двигали им отнюдь неблагородные мотивы. Еще в 1961 году, находясь на Дальнем Востоке, 23-летний Анатолий стал свидетелем страшной картины. В толпу гуляющих пионеров врезался пьяный мужчина на мотоцикле, который не справился с управлением. Несколько подростков получили ранения, а один из них погиб на месте. Вид окровавленного тела подростка в черных начищенных ботинках, белоснежной рубашке и с пионерским галстуком на шее внезапно вызвал у Сливко сексуальное возбуждение. И это шокировало его. Правда, в местах, где он находился, в то время не было специалистов-психиатров, а идти к обычному врачу Сливко так и не решился. В итоге настал неизбежный момент, когда он позволил своему внутреннему зверю вырваться наружу. Все началось с того, что в 1963 году Сливко стал ходить по школам Невинномысска и устраивать там что-то вроде внеклассных кружков, где рассказывал ученикам о природе Дальнего Востока. Затем он устроился в одно из учебных заведений вожатым и начал водить своих подопечных в двухдневные походы. На заводе его воспитательные порывы поощряли и даже разрешали пропускать смены. В 1966 году власти выделили Сливко небольшое помещение для его турклуба под названием «Романтик». Это была деревянная постройка в центре города с актовым залом и несколькими маленькими комнатами. Так у Сливко появились первые собственные воспитанники. Небольшая группа подростков, которых он водил в походы, учил разжигать костры и ставить палатки. Своим ученикам молодой преподаватель много рассказывал об окружающей среде и преподавал им азы выживания в дикой природе.
Связывать себя узами брака Сливко не спешил. Противоположный пол его совершенно не интересовал. Он понял это еще во время службы в армии. Сослуживцы часто обсуждали девушек, но сам Анатолий оставался к таким беседам абсолютно равнодушен. Однако, чтобы не выделяться на фоне своих товарищей, Сливко все же завел отношения с девушкой, жившей неподалеку от его части. Правда, это принесло ему лишь раздражение и разочарование. Избранница вскоре заявила о своей беременности и, угрожая рассказать об их связи командованию части, потребовала скорейшей женитьбы. Но такой шантаж Анатолия не испугал. Он просто прекратил всяческое общение с этой девушкой. Одновременно с этим романом молодой солдат переписывался с одноклассницей, с которой встречался еще в школе. Та даже дождалась его демобилизации. Но сразу после встречи с девушкой Сливко решил разорвать и эти отношения. Его шокировали откровения старой знакомой насчет сделанного ею аборта. Для этого Анатолий начал сторониться женщин. Но тут в его личную жизнь вмешалась мать, обеспокоенная одиночеством сына. И чтобы не расстраивать ее, он решил жениться. Будущая жена Сливко, Людмила, трудилась на том же химическом заводе, что и он. К моменту начала их отношений Анатолию исполнилось 29 лет. После недолгих ухаживаний Сливко сделал Людмиле предложение, которое та с радостью приняла. Девушку ничуть не насторожило, что на свиданиях будущий муж не сделал ни одной попытки обнять или поцеловать ее. Напротив, Людмила рассудила, что такое поведение говорит об исключительной порядочности и серьезности намерений ее избранника. Но уже в первую брачную ночь выяснилось, что у Сливко явные проблемы в сексуальном плане. Как объект страсти Людмила его совершенно не интересовала. Тем не менее, к жене он относился с большим уважением и никогда ее не обижал. По поводу проблем в интимной жизни Сливко обращался к врачу. Но доктор лишь отмахнулся и посоветовал больше отдыхать. А когда присутствовавшая на приеме медсестра стала хихикать, пациент сильно смутился и решил не продолжать рассказ о своих проблемах. Впрочем, эти проблемы не помешали Сливко и его жене завести двоих сыновей. После рождения второго сына Анатолий переехал жить в соседнюю комнату, окончательно поставив крест на своих сексуальных отношениях с Людмилой. Сливко статусом женатого мужчины был доволен. Штамп в паспорте прибавлял ему веса в обществе и вызывал доверие. В 1968 году в здании, где базировался турклуб «Романтик», произошел пожар. Оно сгорело дотла. Тогда члены турклуба переехали на новое место – во дворец химиков. Там возник уже новый турклуб с необычным названием «Чергит». Аббревиатура означала «через реки, горы и долины». Он быстро стал известным в Невинномысске из-за своей военно-патриотической работы. Сам Сливко изучил все места сражений в окрестностях, под его руководством в горы на знаменитый Марухский перевал поднимал ветеранов, которые рассказывали там о своем боевом прошлом. Кроме того, Сливко значительно пополнил коллекцию экспонатов Музея военной славы, который существовал во дворце химиков еще до возникновения Чергида. Руководитель клуба ездил в Болгарию и Японию, где делился опытом с местными туристами. За свою активную деятельность Сливко, у которого не было никакого высшего образования, получил звание заслуженного учителя РСФСР. Постаралась боготворившая земляка секретарь городской партийной организации. Вскоре Чергит стал получать хорошее финансирование от местных властей. И Сливко придумал систему поощрения юных чергидовцев, число которых к тому моменту превысило 200 человек. Кроме вручения участникам клуба значков «Юный турист», руководитель ввел систему баллов. Их школьники получали за выполняемую во время походов работу, добычу дров и воды, правильный и быстрый розжиг костра, чистку картошки для похлебки и так далее. Позже баллы переводились в деньги, которые Сливко выдавал своим подопечным. Нередко они получали от своего руководителя еще и конфеты, что поднимал его авторитет в их глазах все выше. На первых порах Анатолия вполне удовлетворяли покупка школьной формы для ребят и приведение ее в порядок. Особенно сильно ему нравилось чистить ботинки и гладить рубашки с галстуками. Но постепенно сдерживать темную сторону становилось все трудней. И однажды Сливко решился. Помимо прочих интересов, Сливко очень увлекался съемками. Кинокамеру «Кварц» ему подарили в армии за успешную службу. Сначала Анатолий фиксировал на нее все подряд и учил детей обращаться с нею. Он рьяно увлекался как киносъемкой, так и фотографией. Причем получалось это у него замечательно. Множество наград различного уровня – лучшее тому подтверждение.
А потом Сливко решил поставить камеру на службу своим порокам. Он стал снимать на нее подобие так взволновавшего его инцидента со смертью пионера в 1961 году. Причем невольными актерами в его страшных постановках должны были стать участники турклуба «Чергит». Сюжет был прост. Подросток перед съемками облачался в пионерскую форму и обязательно надевал черные, начищенные до блеска ботинки. После этого он взбирался на импровизированную виселицу, совал голову в петлю и висел так некоторое время. При другом сценарии школьник надевал на голову целлофан или противогаз с закачанным туда эфиром, после чего несколько минут находился без сознания. Объяснение своему желанию вешать Сливко нашел уже на следствии. Он вспомнил, что его самого в детстве во время игры в партизан подвесили на дереве друзья. Будущий маньяк выжил лишь чудом и, казалось, забыл об инциденте. Однако он прочно засел в его подсознании. Изначально Сливко не планировал убивать детей. В медицинских пособиях он тщательно изучил действия по реанимации при удушении. Чтобы усыпить бдительность школьников, маньяк всякий раз придумывал для них убедительную легенду. Например, Сливко рассказывал им о проведении медицинских опытов для разработки эффективных реанимационных мероприятий. Тех, кто соглашался полезть в петлю на эксперименте, маньяк, ко всему прочему, убеждал, что это испытание даст им важный опыт, который может пригодиться в будущем при спасении близких. Но были и те, кто отказывался от сомнительных авантюр Сливко, на что тот реагировал спокойно и оставлял отказавшихся в покое. С каждого согласившегося на эксперимент пионера его хитрый руководитель брал расписку о том, что участие в постановке является добровольным. Школьники писали под диктовку Сливко следующее. Находясь в трезвом здравии и без всякого принуждения, согласился на проведение медицинского эксперимента с вызыванием потери сознания. Клянусь факт участия в эксперименте, а также его результаты держать в полной тайне и никогда никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать. Многие из жертв маньяка в результате асфиксии на экспериментах кратковременно теряли память. Как и он сам в свое время. Чтобы школьники не болтали лишнего, в дополнение к расписке Сливко задабривал их деньгами. Он мог дать подростку за эксперимент 25-30 рублей, по тем временам очень солидную сумму. Сам Сливко говорил своим жертвам, что их участие в извращенных экспериментах – это подвиг. Натягивая на голову очередному подростку целлофановый пакет, маньяк пояснял. Он хочет убедиться, сможет ли выжить школьник при дефиците кислорода, если где-нибудь в горах его накроет лавиной. Другой жертве, мальчику, который комплексовал по поводу своего низкого роста, Сливко заявил, пока тут будет висеть подвешенным, его позвонки растянутся и он вырастет. Благодаря такой постоянной психологической обработке у потерпевших от рук извращенца даже не возникало мысли, что они участвуют в чем-то незаконном. Другим детям Сливко рассказывал, что пишет книгу про Великую Отечественную войну, и ему для иллюстрации нужен снимок момента, когда фашисты вешают помогавшего партизанам пионера. Еще одной легендой маньяка были якобы съемки художественного фильма с тем же сюжетом. Эта выдумка имела особый успех. Доверчивые школьники загорались желанием стать звездами экрана до такой степени, что на кинопробах их ничуть не пугала перспектива по-настоящему оказаться на виселице. Родители юных участников Чергида даже не подозревали о тех ужасах, которые тайно творит с их детьми Сливко. Напротив, они активно поощряли увлечение мальчиков турклубом, ведь в то время в Невинномысск не мог похвастаться обилием разнообразных секций. На этом фоне Чергит был чем-то невероятным. Сборы, экскурсии с ночевкой в палатках, преодоление горных препятствий, переправы через реки по канатам, поиски в темное время друг друга по мигающим фонарикам, посиделки у костра с поеданием приготовленной на нем пищи. Укрепляли доверие взрослых к руководителю Чергида и прекрасные отзывы самих школьников. Они были в восторге и от походов, и от своего руководителя. Бывалый турист Толик, так подростков просил называть себя сам Сливко, знал много интересного. Между тем для Толика настал момент, когда он окончательно перешел грань добра и зла и начал убивать своих воспитанников одного за другим. По данным следствия, первая кровь появилась на руках маньяка в 1964 году, когда в Невинномысске пропал 15-летний Коля Добрышев. Тогда турклубов у Сливко еще не было. Подросток приглянулся ему во время лекций в школах. Маньяк пригласил Добрышева для участия в первом эксперименте, который закончился смертью школьника. Сливко пытался реанимировать Колю, но было поздно. Тот слишком долго провисел в петле. Тогда маньяк расчленил свою жертву и бросил останки в воды реки Кубань. Погибший юноша был из неблагополучной семьи
Его мать даже не сразу заметила исчезновение сына. Разыскные мероприятия также ни к чему не привели. Между тем, до следующего убийства Сливко прошло почти 10 лет. Все эти годы маньяк продолжал душить и реанимировать своих жертв. А в 1973 году в Невинномысске внезапно пропал 15-летний Саша Несмеянов, воспитанник Чергида. Это убийство, как и последующие, Сливко совершил уже намеренно. Незадолго до исчезновения подросток стал отращивать волосы, что не осталось незамеченным учительницей в школе. Она обратилась к матери Саши и потребовала от нее постричь сына. Женщина поговорила с подростком в тот же вечер. Он доверился матери и рассказал, что готовится к съемкам фильма, но попросил держать это в тайне. Впрочем, мать все же передала учительнице рассказ сына. Как оказалось, зря. Педагог при всем классе стал насмехаться над школьником. Мол, смотрите, какой у нас артист нашелся. Саша затаил страшную обиду на мать и ушел из дома. Больше живым его никто не видел. Поиски подростка в рамках возбужденного следователями уголовного дела так и не увенчались успехом. Мать Саши на протяжении нескольких лет сама предпринимала попытки разыскать сына. Объездила несколько городов, от Минска до Архангельска. Обращалась во всевозможные инстанции, но тщетно. Ребенок будто в воду канул. Не помогли даже фотографии Саши, показанные по центральному телевидению. Правда, один из зэков вдруг признался в убийстве подростка и даже указал место, где похоронил мальчика. Один из островов на реке Кубань. Но вскоре выяснилось, что осужденный лжет. Он просто хотел немного развеяться и поехать на следственный эксперимент в Невинномысск. Между тем, фотографию Несмеянова следствию предоставил сам Анатолий Сливко, который пытался изобразить самое непосредственное участие и озабоченность судьбой воспитанника Чергида. Когда к Сливко за информацией о сыне обратилась мать Несмеянова, Анатолий убедил женщину, что не знает, где Саша. Руководитель Чергида сказал, что очень удивлен, почему стражи порядка сразу к нему не пришли. О том, что он собственноручно повесил Несмеянова, а затем расчленил и закопал тело, Сливко умолчал. Следующий ребенок пропал в Невинномысске 2 года спустя, в 1975 году. Тогда домой не вернулся 11-летний чергидовец Андрей Погосян. Родители школьника знали, что в тот день мальчик собирался в Донской лес на съемке какого-то фильма. Он сам сообщил им об этом и попросил купить новые плавки. Но отец и мать Погосяна почему-то не только не потрудились узнать имя режиссера, но и спокойно отпустили ребенка одного. А милиционеры, которые приняли заявление и приступили к поискам мальчика, даже не подумали связать исчезновение Погосяна с пропажей Саши Несмеянова. На следующий день портфель и личные вещи Андрея нашли на городской набережной. Туда их подкинул Сливко в надежде, что смерть ребенка признают несчастным случаем. Вышло почти так, как и рассчитывал маньяк. Водолазы тщательно прочесали дно реки Кубань, но тело Погосяна не нашли. В итоге дело закрыли, а в 1980 году Сливко убил свою очередную жертву – 13-летнего Сережу Фатнева. На этот раз маньяк для отвода глаз сам принимал активное участие в поисках пропавшего школьника. Он обходил окрестности и опрашивал местных жителей. Сливко даже беседовал с родителями Фатнева. Те обратились к руководителю турклуба сразу после исчезновения сына. Маньяк спокойно заявил отцу и матери мальчика. Он не в курсе, куда отправился школьник. При этом Сливко прекрасно знал, что живым Сережу его родители больше никогда не увидят. После этой истории маньяк продолжил убивать. В последующие годы от его рук погибло еще как минимум 2 мальчика, чьи смерти Сливко привычно зафиксировал при помощи видеокамеры. Он перерезал жертвам горло, измазывал трупы кровью и продолжал жуткую съемку. В июле 1985 года в милицию обратились мать и сестра последней, 7-й жертвы Сливко, 13-летнего Сережи Павлова, жившего в одном из домов на бульваре Мира. Близкие мальчика рассказали, что он отправился рыбачить на реку Кубань и не вернулся. Правда, свои удочки Павлов в тот день почему-то не взял. Следствие рассматривало несколько версий исчезновения школьника. Подозревали даже мать Сережи. Та почему-то не проявила особых эмоций после пропажи сына и оставалась сдержанна. Не исключали сыщики и того, что Павлов мог случайно утонуть. Но правда в итоге шокировала всех. Ее рассказала соседка Сережи. Перед исчезновением мальчик сообщил ей радостную для него новость. Руководитель турклуба Анатолий Сливко будет фотографировать его для журнала. Когда сыщики пришли в турклуб Чергид для беседы с его главой, было уже поздно. Сливко вместе с воспитанниками уехал на море. Как позже расскажет сам маньяк, во время этой поездки он безуспешно пытался покончить с собой. Его заела совесть.
А пока Сливко отсутствовал в городе, следователь, ведущий дело Сережи Павлова, ушел в отпуск и передал его помощнице прокурора Тамаре Лангуевой. Именно благодаря этой женщине расследование наконец сдвинулось с мертвой точки. Пользуясь отсутствием Сливко, Лангуева начала скрупулезно опрашивать всех участников турклуба. Все откровенничали неохотно, но все же рассказали Лангуевой некоторые подробности о съемках кино своим наставникам. Как выяснилось, Анатолий Сливко замахнулся чуть ли не на художественные фильмы. Он снимал какие-то сказки про Бабу-Ягу, фашистов, индейцев. Но главное, по сценарию персонажи часто отправлялись на виселицу. Во время очередной беседы один из мальчиков признался Тамаре Лангуевой. Он с подачи Анатолия действительно провисел в петле 6 минут. А как выжил, не знает. По словам школьника, после подвешивания он потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что у него затруднено дыхание, сильно опух язык, и он не может идти самостоятельно. Сливко довел школьника до дома и исчез. А сам мальчик объяснил встревоженным родителям, что его в язык укусила гусеница. Следов удушения на шее школьника видно не было. Для этого маньяк обматывал вокруг петли из резинового шланга мягкое полотенце и лишь потом надевал ее на детей. Впрочем, позже чудом выживший мальчик все же поделился волнующими его воспоминаниями со своей подругой. И та сообщила о странном рассказе своим родителям. Но ей не поверили, а саму историю сочли плодом детской фантазии. Помощница прокурора Лангуева в итоге докопалась до страшной правды. Когда глава Чергида лично звал одного конкретного ребенка на киносъемку, то для юного актера это обычно означало верную смерть. Ведь он висел в петле 10-15 минут. Уже на следствии выяснится, что тела маньяк расчленял и закапывал, а окровавленную одежду сжигал. Кроме того, перед тем как избавиться от очередного трупа, Сливко любил обливать бензином и поджигать ботинки, надетые на ноги мертвых мальчиков. Вид горящей обуви доставлял ему извращенное сексуальное наслаждение. За 20 лет такая страшная смерть постигла 7 школьников. Еще 43 подростка прошли через удушение, но выжили. Сливко прекращал пытку не позже, чем через 9 минут после ее начала, и реанимировал очередную жертву своими руками. Серийного убийцу задержали 28 декабря 1985 года в турклубе «Чергид», который к тому времени переехал в новое здание на Северной улице. Арест пришелся на день рождения Сливко, которому исполнилось 47 лет. Когда оперативники надели на задержанного наручники, он был страшно возмущен и напомнил им, что они схватили депутата Невинномысского горсовета, ударника труда и мастера спорта по горному туризму. Сливко грозил оперативникам своими связями в горкоме и бросил им фразу: «Вы пожалеете об этом». Правда, на обыске Сливко быстро сник, когда увидел, как один из оперативников направился к комнатке с надписью «Щитовая». Подозреваемый попытался было заявить, что заходить туда опасно, да и ключей от подсобки у него нет. Но милиционер все равно попал туда и увидел странную картину. На полу в хаотичном порядке лежали каски немецких и советских солдат, оружие, гранаты, пионерские галстуки, форма и значки. Вещдоков в итоге набралось на целый грузовик. Среди них нашлась и обувь некоторых из погибших школьников. По непонятным причинам Сливко отпиливал у ботинок мыски, порой прямо на телах погибших, и хранил обе части. Находились в щитовой и пеньки, на которых в лесу маньяк расчленял подростков, порой еще живых. Все эти страшные предметы напоминали Сливко про совершенные им убийства, и эти воспоминания доставляли ему наслаждение. Однако самый большой шок оперативники испытали при просмотре фотографий и одной из видеокассет, которые Сливко бережно хранил в щитовой. На кадрах был запечатлен висящий в петле мальчик в пионерской форме. По воспоминаниям одного из сотрудников угрозыска, в тот момент у него даже возникла мысль воспользоваться служебным оружием и застрелить находившегося рядом Сливко. Он с большим трудом сдержал этот порыв. Нашли сыщики и дневник маньяка, в котором тот, среди прочего, писал, что порой пытался побороть свою жажду убийств и использовать кукол вместо детей. Но раз за разом желание утолить свои извращенные страсти у Сливко оказывалось сильнее. Его жена после первого допроса мужа покинула город. Милиционеры, опасаясь расправы со стороны местных жителей, под покровом ночи посадили женщину с сыновьями на поезд. Сам маньяк, уже находясь в СИЗО, написал супруге прощальное письмо. В нем, помимо извинений, он утверждал, что его психическая патология является врожденной, указывал ряд ее симптомов и просил внимательно наблюдать за сыновьями по мере их взросления. Находясь под арестом, Сливко дважды пытался покончить с собой, но безуспешно. А секретарь городской партийной организации, с подачи которой маньяк и получил звание заслуженного учителя, не смогла пережить страшные вести о своем протеже
и совершила самоубийство. На первых допросах Сливко по большей части молчал. Потом немного разговорился, но указал своей первой жертвой Сашу Несмеянова, умолчав о расправе над Колей Добрышевым. А затем на вопрос Тамары Лангуевой о количестве жертв внезапно сознался, мол, да, у меня их много. И просил перед показом видео на суде. Я следствию высказывал пожелание, чтобы как можно более узкий круг был. То, что будет представлено сейчас, даже человеческий род позорит. Я раз увидел это, и это нельзя ни смыть, ни забыть. Только со смертью уходит. Мне страшно, что это будут люди смотреть. На этапе следствия родителям убитых школьников пришлось пройти все круги ада. Опознать пролежавшие в земле останки смогли не все. И тогда следователи решили показать родственникам записи с камеры Сливко. Отцам и матерям приходилось смотреть страшные кадры, на которых маньяк расправляется с их детьми. Около здания, где шел процесс над Сливко, дежурили кареты скорых. На них увозили в больницы родственников жертв, которые теряли сознание от жутких подробностей преступлений маньяка. За ним в Невинномысске закрепились прозвища «Вожатый потрошитель» и «Заслуженный мучитель». К июню 1986 года, когда начался судебный процесс, Анатолий Сливко был мало похож на того бравого и самоуверенного руководителя турклуба, которого боготворили в городе и брали пример школьники подопечные. Исхудавший и осунувшийся маньяк с трясущимися руками и головой молча выслушивал доводы обвинения, прекрасно понимая, какой ему светит приговор. Психиатрическая экспертиза признала Сливко вменяемым, но с целым букетом отклонений – от педофилии, некрофилии и садизма до фетишизма и пиромании. Следствию удалось установить, что на протяжении порядка 20 лет в киносъемках поучаствовало несколько десятков подростков. Точно установлено, что их было 33. Но, скорее всего, число пострадавших было больше. Погибших 7. После приговора осужденный маньяк прожил еще 3 года. За это время для создания портрета психопата с ним успели поработать врачи. Сливко даже консультировал следователя по делу свирепствовавшего в те годы маньяка Андрея Чикатило. Впрочем, несмотря на их общую склонность к садизму, Сливко так и не смог правильно предугадать ни одного шага главного маньяка СССР. Анатолий Сливко был расстрелян в сентябре 1989 года. Клуб «Чиргит» после задержания его руководителя фактически прекратил свое существование, но помещение, которое он занимал, не пустует. Сейчас там находится Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. Обвиняемый Сливко, расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы совершили эти преступления? Первое преступление было совершено примерно в 1973 году. При проведении эксперимента с мальчиком Сашей Несмеяновым он скончался, и я похоронил его в лесу